Сначала у тебя есть чувство «я», оно появляется. Это первое, что появляется. Вы не можете по-другому как-то проявиться. Это чувство себя. Всю жизнь у вас его не было. Всю жизнь вы говорили о себе, говорили «я люблю то, я люблю это, я не хочу, мне не нравится, я боюсь того». Вы все время говорили от лица какого-то «я», но никогда этого «я» у вас не было, чувства себя никогда не было. Были мысли, они роились внутри вас. То одни, то другие противоречивые мысли, но чувства себя никогда не было. И когда ты заглянешь внутрь, ты обнаружишь чувство себя, оно проявится, оно вспыхнет, как будто вот как спичка просто была деревяшкой, а потом, когда она соприкасается с коробком, она вспыхивает, и появляется огонь, то, чего никогда не было. Конечно, этот огонь внутри спички все время находился. Но для того, чтобы этот огонь появился, проявился изнутри спички наружу, нужно было соприкосновение. Вы приходите сюда, соприкасаетесь со мной, и можете всполыхнуть. Вот это вот огонь может выйти. И тогда у вас появится чувство себя. Большое, красивое, безграничное чувство себя. Ты просто есть. В чем его красота? Его красота многогранна. Она проявляется в чувстве свободы. Ты не чувствуешь, что на тебя что-то давит в жизни. В чувстве легкости какой-то, да, абсолютной. В чувстве беззаботности, у тебя нет озабоченности. Ты понимаешь свои дела, и ты можешь их делать без всякой озабоченности. В чувстве безвремени у тебя нет ощущения, что тебе сколько-то лет, что ты сколько-то сейчас ждешь. Если ты сидишь, ждешь кого-то там полчаса, у тебя нет этого ощущения, что ты сидишь полчаса. Ну сколько ты сидишь? Надоест ждать, ты уйдешь. У тебя нет, над тобой ничего не давлеет. Когда ты вот в таком чувстве себя находишься, ты не испытываешь страха. Ты не испытываешь печали, грусти, скуки. Всего этого нет. Когда есть это чувство «я», «я есть», это такое плотное, неоспоримое ощущение, которого никогда не было, тут вдруг оно появилось. И это делает тебя смелым, бесстрашным. Ты не боишься. Раньше ты боялась там что-то кому-то сказать, или наоборот, когда тебе что-то говорят, ты там не могла ответить. И многие ситуации давлели над тобой, и ты даже не могла с ними справиться, потому что у тебя не было какой-то силы. В этом состоянии «я есть» ничто не может над тобой давлеть, вообще ничего. Ты больше не жертва, ты не являешься больше жертвой никакой ситуации. Ты не можешь никому подчиняться и не хочешь никого подчинять. Ты абсолютно свободное, сильное существо. Ты чувствуешь себя красивой, самодостаточной. Вот когда это чувство «я есть» появляется. Если вы его променяете на размышления о своей судьбе, то оно обратно сворачивается. И тогда вы чувствуете себя потерянными. Потому что мощь, красота, кроме этого, жизнь начинает вам казаться радостной и счастливой, легкой. А здесь все это может исчезнуть. Когда чувство «я есть» снова уйдет внутрь, вы возвращаетесь обратно к обычной жизни. И вы уже понимаете, насколько она ужасна. Эта жизнь-то была всегда. Просто как в аду оказываетесь. Это все та же жизнь, которой вы обычно и жили до этого, там 20 лет, 30 лет, с самого детства. Но уже жить ей совершенно невозможно становится. Вы вкусили другого. И, конечно, вы хотите снова вернуться к этому состоянию. Но когда вы начинаете искать это состояние, снова вы ищете это состояние, вы ищете легкость, вы ищете свободу, вы ищете решительность и пытаетесь это имитировать. Быть позитивными, быть такими искренними, говорить всем все подряд напропалую, когда вас даже не спрашивали, потому что у вас остается ощущение, что вам нечего скрывать, вы честные. Но в том состоянии вы не считали нужным что-либо говорить. Вы просто наблюдали, видели, как есть,
И вам не хотелось чего-то кому-то там заявлять правду. Но когда это состояние есть, скрывается, вы пытаетесь быть таким же, как и были. И начинаете всем учить, правду говорить, открывать глаза всем. Ну, вот здесь трудный период. Потому что вы пытаетесь жить так, как вы жили вот этот период, пока было это состояние «я есть». Но вы его утратили снова. Ваша ошибка в том, что вы пытаетесь жить так же, как жили в этом состоянии, и искать такие же чувства, искать чувство свободы, искать чувство радости, пытаться веселиться, пытаться жить беззаботно. Не имея этой силы, вы не можете все это воспроизвести. Вы просто имитируете, но ничего не получается. Так, как было, не получается. Потому что без этой силы не будет этого. Это как если у тебя были деньги, ты ходила по разным бутикам, потом денег нет, ты опять начинаешь по бутикам ходить, как бы примерять все, но ты ничего купить не можешь. Нет той силы. Поэтому как бы не нужно это воспроизводить, нужно пойти туда, где эта сила есть. Нужно снова найти это «я», истинное «я», твое настоящее «я», твою силу, с помощью которой ты легко живешь. Твой ресурс, самый главный ресурс. А не пытаться утверждать, что ты теперь вся такая осознанная и живешь совершенно по-другому, и все вокруг не правы. Это все конфликт, это все признак того, что «я есть» было утрачено. Чувство, что ты существуешь, вот это вот такой свет, он опять свернулся, ушел внутрь. Потому что когда есть этот свет, конфликта вообще нет. Ты живешь своим путем, ты живешь самостоятельно, ты живешь так, как ты видишь и чувствуешь и ощущаешь, но это не вызывает конфликта. Если вызывает конфликт, значит осознанность ушла. Это признак. Поэтому нужно найти опять источник этого чувства себя, настоящее чувство себя, такое постоянное, прозрачное. Ты есть, ты ощущаешь, что ты есть, но ты не тело. Тело тоже просто ощущается, осознается, но ты больше, чем тело, что-то большее. Вот это нечто большее нужно снова обнаружить. И обнаруживаешь это ты, пойдя в себя.